Сегодня будем готовить генеральские котлеты. Всем привет! Вы на канале Аппетитная кухня. И вначале нам нужно взять шампиньоны и постараться их очень мелко измельчить. Старайтесь сделать так, чтобы они были похожи на небольшие кубики. Измельчать нужно полностью все, и шляпки, и ножки. Затем на полностью сухую сковородку мы отправляем все нарезанные грибы. И на чуть выше, нежели средний огонь, нам нужно вначале испарить всю влагу из грибов. Во время этой процедуры грибы должны будут уменьшиться примерно в 2,5 раза. И смотрите, постоянно помешивая, вы заметите, как по краям сковородки будет собираться влага. И нужно дождаться, пока эта влага полностью вся испарится. А после того, как испарится вся влага, нам нужно добавить немножко, примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла. Затем грибы нужно немножко посолить и поперчить. И после этого еще обжарить примерно где-то минутки 2 до полной готовности. Затем грибы нужно будет снять с огня и дать им полностью остыть, чтобы они были полностью холодными. Пока грибы будут остывать, мы подготовим остальные продукты. 2 небольшие луковицы нам нужно нарезать на маленькие кубики. Измельченный лук мы отправляем в глубокую тарелку. Далее мы берем одну половинку куриного филе, это примерно где-то 300-350 грамм, и ее тоже нужно постараться нарезать на маленькие кубики. Нарезайте как можно меньшими размерами, так будет намного вкуснее. Полностью нарезанное мясо мы отправляем в тарелку к луку. После мяса мы отправляем в тарелку небольшой пучок измельченной зелени, в моем случае это была петрушка. Берем небольшой кусок твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он вам будет плавиться. Натираем его на крупную терку и тоже отправляем в тарелку. Ну и только после того, как вы убедились, что грибы остыли, мы их отправляем в тарелку. Смотрите, они уменьшились в размерах уже почти в 2,5-3 раза где-то. Берем ложку и стараемся аккуратно все перемешать. Дальше в тарелку нужно добавить 2 столовые ложки манки, 1 столовую ложку муки, посолить и поперчить все по своему вкусу. Сюда же нужно вбить 2 куриных яйца и опять все полностью хорошо перемешать. После перемешивания тесто для котлет уже будет готово. На раскаленную сковородку с подсолнечным маслом будем укладывать наши котлеты. Формировать котлеты я буду ложкой. Конечно же, их можно будет сделать и руками, но руки нужно будет смочить в холодной воде. Таким образом будет легче выделывать форму котлет. Но, как я говорю, ложкой тоже будет получаться хорошо. Обжаривать котлеты с каждой стороны будем примерно где-то по 1,5 минуты на среднем огне до готовности. Готовность проверяйте сами. После обжаривания котлеты будем снимать на тарелку с бумажным полотенцем, для того, чтобы убрать весь лишний жир. Ну а по итогу вот такие вот красивые и очень аппетитные котлеты получаются. Аромат стоит полностью на всю квартиру. Котлеты получаются необычные, невероятно вкусные и очень-очень аппетитные. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Если вам понравился такой рецепт, как всегда, лайк, подписка, колокольчик. Поделитесь таким рецептом с друзьями, пускай они тоже приготовят для себя необычную вкусняшку. Все делается просто, получается вкусно и разлетается просто на ура. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.